Друзья, всем привет! Вы на канале Checkfood. Наступила настоящая снежная зима. На улице легкий мороз, -6. И я в это время решил приготовить зимнюю шаурму. Давайте начнем. Шаурму буду делать из курицы. У меня есть вот такое филе. Мне их нужно замариновать. Но мариновать я их буду, предварительно порезав на небольшие кусочки. Первая особенность зимней шаурмы в том, что курица должна быть немного подмороженной. Она же хрустит, когда я ее режу. Курицу нарезал. Теперь я складываю в отдельную миску. Маринад у меня будет состоять из следующих составляющих. Это соль, острый жгучий перец, чайная ложка паприки, чайная ложка перца, столовую ложку растительного масла. Я думаю, даже на это количество курицы 2 столовые ложки. И еще чисто мое предпочтение, это особо острый соус кавказский. Все хорошо перемешиваем. В этом и есть особенность зимней шаурмы, в том, что сейчас мы оставим эту курицу мариноваться на часик, а на морозе -6 она немного подмерзнет. Ведь зимнюю шаурму нужно делать обязательно на улице, зимой. Летом она не получится. Все, на часик оставляем мариноваться. Пока мы тут окончательно не замерзли на улице, и все вообще не закоченело, это особенность приготовления как раз зимней шаурмы, что надо делать очень быстро. Давайте начнем приготовление. Помогать мне в этом будет вот такой 10-килограммовый садж. Так, ну и ждем, пока он нагреется. Курица на садже будет зажариваться очень быстро. Сперва я раскладываю курицу по краям саджа, где он менее горячий. То есть тут есть тепло, не такое сильное, чтобы она подтаяла. Потому что курица все-таки на морозе немного подмерзла. А потом я ее перемещаю в середину, уже обжаривать. Те кусочки, которые обжариваются, перемещаю опять на края. Саш, между прочим, очень удобная вещь. То есть то, что уже почти готово, я перемещаю вот так вот по краям. И для зимней шаурмы это просто находка, потому что мясо не успеет замерзнуть. Если я его буду обжаривать просто на сковородке, а потом перекладывать на какую-то тарелку, оно быстро-быстро остынет. А на садже оно всегда будет горячим. Еще обжарю красный перец. Еще добавлю помидор. Все, я приготовил основную начинку. Сейчас буду делать теперь холодную начинку. То есть это огурец. Огурец я не буду обжаривать, я его нарежу. Доска ездит по столу замерзшему, обледеневшему. И еще подряжу немножко капустки. Капусту и огурцы перемешаю вместе. Вот теперь мне что нужно сделать? Мне нужно куриное филе тоже порезать на мелкие кусочки. Режу и обратно отправляю на садж. Обжариваю курицу
вместе уже с перцем и томатами. Курицу поджаривать буду до той степени, чтобы она была такая поджаристая снаружи и мягкая, сочная внутри. Выключаю огонь. Начинка для шаурмы пускай пока остается на садже. Порежу огурчики. Ну и остался последний штрих для нашей шаурмы. Это соус. Я делаю мой любимый, наверное, вариант. Это майонез. Где-то на 1,5-2 столовые ложки. Столовая ложка соевого соуса. И перемешать хорошо. Соус должен быть примерно как сметана, такой средней жирности. Такой вот. И не жидкий, и не слишком густой. Все, соус готов. Соус готов, начинка готова. Теперь можно формировать шаурму. Немного его положу. Я его только уже вынес на мороз. Он уже начал замерзать и начал ломаться. Сейчас немного здесь мы его отогреем. Все, замерз и пошел. Зимняя шаурма еще чем отличается от летней? Тем, что она будет маленькая, потому что лаваш, видите, мерзнет на морозе. И при попытке его развернуть по шву, по которому он сложен в магазине, он рвется. Поэтому будем делать небольшие порционные шаурмы. На морозе, еще раз повторяю, лаваш быстро замерзает. Я его грею на садже. С той стороной, где у меня будет начинка. Добавляю соус. Курицу. Капусту с огурчиками. Соленые огурчики. Еще сверху немного соуса. Аккуратно заворачиваю. И сразу же на садж. Ну что, друзья мои, дорогие мои подписчики, зрители, что я могу сказать? Сделать шаурму на морозе очень проблематично из-за того, что лаваш моментально мерзнет. Вот получилось вот такие вот две шаурмы. Это именно зимние шаурмы. Они будут неровные, кривые из-за того, что завернуть реально нереально. Так вот разрежем. Сейчас я вам покажу второй вариант, как можно более просто, не заморачиваясь заворачиванием, приготовить зимнюю шаурму. Просто берем тарелку, кладем лаваш сюда, он может быть замерзшим, поливаем его соусом, размазываем, ломаться начинает, как чипсы. Потом кладем сюда горячую начинку, курицу. Овощи рядом. И все это сверху немного опять поливаем соусом. И уже вот так можно подать. И, конечно, надо все это съесть быстро, чтобы это не остыло на морозе. Давайте теперь попробую вот эту. Это фантастично. Огурцы с капустой. Свежие. Помидорчики чувствуются, но они все, так сказать, растворились, соединились, так скажем, с мясом. И перчики запеченные придали такой прям вот обалденный вкус. Сочетание печеных овощей со свежими овощами, с курицей в маринаде, с соусом из майонеза и соевого соуса. Это вот просто бомба. Это бомба. Друзья, всем спасибо за просмотр. Мы сегодня с вами приготовили зимнюю шаурму. Учтите, что зимнюю шаурму нужно готовить обязательно зимой. Летом она не получается. И если вы ее будете готовить 31 декабря, то она автоматически превратится в новогоднюю. Друзья, не стесняйтесь, пишите комментарии, что вы думаете о всем этом безобразии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всего вам хорошего.